Привет, друзья, с вами Лада. Ну как это я могу вас этой осенью оставить без тыковки? Это было бы очень жуткое преступление. Поэтому в этом видео мы сплетем тыковку, я покажу подробный процесс плетения тыквы из газетных трубочек, так что присоединяйтесь и поехали! Тыкву я плету из газетных или бумажных трубочек. Такие трубочки я кручу сама на тонкую спицу из чистой газетной бумаги и специальным образом их обрабатываю. В своих отдельных видео я показываю все эти процессы, ссылки оставляю в описании. Также в описании под видео я подробно написала о том, как я эти трубочки красила, какие колера использовала и в каких пропорциях. Единственное, я немного подпортила эти великолепные трубочки, на стадии обработки я их оставила подсыхать и абсолютно про них забыла. Представляете, какая жуткая картина меня ждала. В общем, в некоторых местах они просто намертво приклеились друг к другу, я их пыталась реанимировать, но тем не менее некоторые трубочки оказались очень покоцанные, но в принципе в хозяйстве все сойдет, поэтому я эти трубочки пустила на стойке. Так что если вы увидите какие-то трещинки, царапинки на трубочках, не переживайте, все окей. Я потом уже, как только тыковка будет сплетена, немного подкрашу эти места. Ну а мы начинаем плетение. Конечно, мы начинаем плетение с круглого дна. И здесь я взяла 4 трубочки, выложила их крест-накрест 2 на 2 и начинаю оплетать рабочими трубочками. Первый ряд я оплетаю по 2 стойки, а уже на втором ряду я 2 стойки раскладываю по одной стойке, оплетаю уже по одной. Когда я проплела полностью 3 ряда, на 4-м ряду я подставляю дополнительные трубочки стойки. Делаю я это следующим образом, как на видео, через каждые 2. В этом кадре я показываю следующую ситуацию. Я после того, как подставила таким образом дополнительные стойки, проплела еще 2-3 ряда и переворачиваю на изнаночную сторону. Посмотрите, у нас эти дополнительные стойки торчат немного, и сейчас мы их убираем следующим образом, как на видео. Немного как бы вытягиваем их вовне, и таким образом с изнаночной стороны у нас этого безобразия не будет видно. Ну и сейчас я к каждой стойке добавляю еще по одной, и получаются у нас двойные стойки. После того, как я проплела 6 рядов, у меня получилось вот такое круглое дно. Сейчас я перехожу к плетению стенок и немного приминаю пальчиками у основания стойки, чтобы они хорошо изгибались у меня, и начинаю плести стенки. Здесь я плету именно в таком положении, то есть как бы плетение расположено вертикально, ну или как это объяснить, на видео более понятно этот процесс показан. Здесь мне нужно получить форму бочонка, поэтому я поднимаю стойки не строго вертикально на 90 градусов, а всего лишь где-то градусов на 30-40 и постепенно оплетаю их. Ну и последующие 2 ряда я оплетаю стойки, постепенно ведя их к расширению формы, так сказать. Сейчас в этом кадре вы видите, что я проплела уже 3 ряда практически стенок моего пузатика будущей тыковки, и сейчас я на этом этапе подставляю дополнительные стойки для того, чтобы сделать в этом месте объем. Ну и таким образом я продолжаю плести дальше, выдерживая форму пузатика. Если вам сложно выдерживать форму пузатика без формы, то обязательно плетите по форме. Либо, как мне помогает, сначала нарисуйте на отдельном листе бумаги эскиз вашего пузатика и затем немного применяйте ваше плетение к этому эскизу и смотрите, на каком ряду вам нужно расширить или же уже начинать сужать ваше плетение.
Здесь хочу добавить пару слов о стойках. Учтите такой момент, что чем больше вы делаете групп стоек, тем фактурнее и выпуклее будет ваша тыковка. Но если тыковка не очень большого размера, как у меня, то тройные стойки, может быть четверные, они подойдут. Но если тыковка больше, то делайте группы стоек в 5 или в 6 или в 7, будет тыковка более фактурная и объемная. Здесь я уже вижу, что форма пузатика у меня постепенно вырисовывается, и сейчас мне уже не нужно идти на расширение, а нужно идти немного на сужение, миллиметр за миллиметром я постепенно вырисовываю мою форму пузатика или форму будущей тыквы. Вообще пузатиков я сплела уже очень много, на канале есть видео мастер-классы на эту тему, если вам интересно, заходите на канал и посмотрите видео. Также для вашего удобства в описании под видео я оставлю ссылки на некоторые видео с пузатиками. Я все-таки захотела сделать мою тыковку еще более объемной, и сейчас я добавляю дополнительные стойки к уже имеющимся группам стоек, то есть получается у меня четверные стойки в тыковке. И вот так виток за витком, ряд за рядом я продолжаю плести свою тыковку, постепенно сужая плетение, сужая так, чтобы это не было слишком резко, а миллиметр за миллиметром. Конечно, вот эти группы стоек, они достаточно такие жесткие, чтобы их как-то гнуть туда-сюда, но тем не менее я очень стараюсь. И обязательно наращиваю трубочки так, чтобы это было не видно с лицевой стороны и было аккуратно с изнаночной стороны, то есть за стойками. У меня, кстати, было отдельное видео по наращиванию трубочек, ссылку на него оставляю в описании, посмотрите обязательно. Вот такая форма уже вырисовывается. Кстати, пузатиков очень хорошо плести именно сверху вниз, когда вы сверху смотрите на форму и видите, как ряды располагаются по отношению друг к другу. То есть каждый последующий ряд идет немного сдвинут на миллиметр где-то в сторону, уже вовнутрь. И таким образом получается форма пузатика, форма бочонка. Здесь, как вы видите, у меня постепенно плетение сужается к центру, сдвигается, и мне уже неудобно эти большие группы стоек оплетать по 4. И сейчас я обрезаю по одной стойке в каждой группе стоек и плету дальше. Я постепенно веду плетение к центру, постепенно сужаю горлышко у тыковки. И как только диаметр горлышка меня устраивает, я заканчиваю плетение, убираю рабочие трубочки, так как я это делаю обычно. Если вы хотите подробнее посмотреть процессы наращивания газетных трубочек или как я прячу газетные трубочки в ряд, так как на видео не всегда эти моменты я показываю подробно, то обязательно приходите на прямые трансляции, которые проходят по четвергам на моем YouTube-канале. Там я показываю весь процесс плетения данного изделия от А до Я и ничего не скрываю. Также отвечаю на вопросы, так что приходите, я вам буду рада.
Ну и теперь я приступаю к загибке. И перед самой загибкой я срезаю вторую стойку в каждой группе стоек. И у меня остается по одной стойке. Ну а загибка в этой тыковке абсолютно простая. Сначала я завожу каждую стойку друг за дружку наверх, а потом каждый конец прячу вовнутрь, там и обрезаю. Вот такая тыковка у меня получилась. У нее либо форма пузатика получилась, либо форма шарика. В общем, интересно, но впоследствии я немного изменю форму горловины. Смотрите внимательнее. Ну а сейчас я плету крышку к этой тыковке. На самом деле я в этом видео покажу всего лишь принцип того, как можно эту крышечку сплести. Вы можете задачу упростить или сделать как-то по-другому. Здесь только ваша фантазия и на ваше усмотрение. И начинаю я плетение тыквы с обмотки трубочки, сложенной пополам зеленой трубочкой. В процессе обмотки я вставляю дополнительные стойки. Здесь по прошествии времени я уже понимаю, что можно было вставить и побольше стоек, но в принципе можно их вставить и потом при плетении последующих рядов. Какого размера крышку плести, да какую хотите. Главное, чтобы она закрывала вот эту дырочку, горловину тыковки. Постепенно с обмотки я перехожу на плетение веревочки в две трубочки, то есть я подставляю дополнительную оранжевую трубочку для плетения веревочки. У меня одна рабочая трубочка зеленая, другая оранжевая. Ими я уже оплетаю каждую стойку. Здесь у меня 4 стойки, и при последующих рядах я добавляю к уже имеющимся стойкам еще по одной. И получается, я плету, постепенно разъединяя группы трубочек в 2 по одной стойке. Ну а загибку на этой крышке я решила сделать самую простую. Ну а теперь мой самый любимый этап в создании изделия – это подкрашивание всяких интересных мест. Как вы уже в начале видео поняли, трубочки у меня здесь настрадались очень сильно, и, конечно, есть разные трещинки, потертости, стертости. В общем, все это я буду закрашивать. Взяла тот раствор, которым красила трубочки. Я ни в коем случае не выливаю его, оставляю на вот такие вот интересные моменты. И кисточкой потихонечку все это дело закрашиваю. У меня здесь кисточка с жесткой щетиной. Конечно, я не беру на эту кисточку слишком много раствора. Я беру совсем чуть-чуть и как бы втираю этот раствор в плетение. Главное, чтобы фактура плетения не была похоронена под толстым слоем краски. Этого нельзя допускать. Ну что ж, друзья, похоже, мы справились. Смотрите, какая прелестная тыковка у нас с вами получилась. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно напишите об этом в комментариях. И если есть вопросы, тоже пишите, я с удовольствием на них отвечу. Кстати, а какое у вас любимое блюдо из тыквы? Мне вот нравится просто тыковка, запеченная в духовке со специями. Обязательно поделитесь в комментариях любимыми рецептами приготовления тыквы. Будет очень интересно почитать и попробовать. На этом все. Подписывайтесь на канал, здесь вы найдете вдохновение. И делитесь видео с друзьями, пусть плетунов становится все больше и больше. Желаю вам легкого плетения, увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!